Привет, друзья! Сегодня у меня для вас сразу 3 простых и шикарных рецепта для вашего новогоднего меню. Все рецепты готовятся очень просто и получаются очень вкусными, получится у каждого, а продукты для них найдете в ближайшем магазине. Ваши гости будут в полном восторге. А я сразу приглашаю вас подписаться на канал «Готовим дома», если вы еще не подписаны. На моем канале много вкусных, простых и проверенных рецептов. Итак, первый рецепт очень интересный. Это сразу и мясо, и гарнир в одном. Для рецепта мне понадобится 5 куриных ножек. Если поточнее, то 5 куриных голеней. Очень важно взять именно куриные голени, не бедрышки. Чуть позже узнаете почему. Отправляем куриные ножки в кастрюлю и заливаем холодной водой. Нам нужно сварить курицу до полной готовности и мягкости, и заодно мы с вами приготовим вкусный и ароматный бульон. Здесь все как обычно. Воду доводим до кипения и снимаем пену. По вкусу добавляем соль. Также добавим половинку репчатой луковицы или одну маленькую луковицу. Разрезаю лук и отправляю в бульон. И добавим ароматные специи 1-2 лавровых листа и 5-6 горошин черного перца. Эти специи придадут нашему блюду, бульону особый аромат и, конечно же, отдадут курице и самому бульону всю свою пользу. Накрываем крышкой и варим при слабом кипении минут 40-60 до полной готовности и мягкости курицы. А мне понадобится около килограмма картофеля. Картофель чистим, и если хотите, чтобы картошка приготовилась быстро, буквально за 15 минут, нарезаем ее небольшими кубиками. Тогда она сварится просто моментально. Друзья, я благодарю каждого из вас за то, что вы со мной, за то, что смотрите мои видео и готовите по моим рецептам. И напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. Я очень рада читать ваши теплые слова и передаю каждому из вас теплый привет и пожелания всего самого доброго, светлого и прекрасного. Будьте счастливы, а мы отправляем картошку в кастрюлю, заливаем холодной водой и отправляем вариться. Так как она у нас нарезана небольшими кусочками, она сварится очень быстро. К картошке добавляем чайную ложечку соли и дождемся, пока сварится картошка. А моя курица уже сварилась, очень ароматная, бульон невероятно светлый, прозрачный, ароматный, и курица просто нежнейшая. Выкладываем курочку из бульона на тарелку, пусть немного остынет. А вы пока напишите в комментариях, как ваши дела, какая у вас стоит погода. Пока курица остывает, мы с вами вернемся к картошке. Картошка уже полностью сварилась, стала мягкой. Мы сливаем с картофеля воду и отправляем картошку в миску. Миску возьмите достаточно большую, удобную, чтобы нам удобно было размять картошку и приготовить из картофеля картофельное пюре. Друзья, рецепт просто фантастический. Такого простого, быстрого и легкого рецепта я еще не встречала. Когда я приготовила, я удивилась, насколько шикарно он выглядит и насколько просто готовится. Теперь вернемся к нашей курочке. Мякоть отделяем от костей и не выбрасывайте куриные косточки. Они нам здесь пригодятся. Вы увидите, для чего это будет нужно. Сложите их просто отдельно. А куриную кожу перед варкой вы можете снять. Кто-то любит, чтобы бульон был не слишком жирный. А косточки, вот они, аккуратненько складываем на тарелочку, отставляем в сторону до конца приготовления. А куриное мясо, куриную мякоть мелко нарезаем. И пока не забыли, друзья, я предлагаю сохранить вам этот рецепт, поделиться им с друзьями, чтобы не потерять. Потому что если вы планируете приготовить что-то вкусненькое на Новый год, на день рождения, на любой праздничный стол, то я от души рекомендую вам приготовить этот рецепт. Уверена, что вы все будете в восторге, и вы, и ваши гости, и вся ваша семья. А я отправляю нарезанную курицу к картофельному пюре.
И небольшой пучок любой зелени мелко нарезаю. Это может быть петрушка, может быть укроп, по вашему вкусу, по вашему желанию. Вот так вот помельче измельчаем петрушку и отправляем в миску картошки с курицей. Также я хочу добавить в эти курино-картофельные крокеты, котлеты немного сыра. Тертый сыр – это всегда лучшее решение. Поэтому небольшой кусочек сыра, грамм 100, натираем на терке. Можно натереть на крупной, на мелкой, по вашему желанию. Сыр берите любой, который вы любите, главное, чтобы он хорошо плавился. Всегда идеально плавится моцарелла, поэтому рекомендую. И отправляем сыр в миску курицы с картошкой, с зеленью. Осталось только все хорошо перемешать, и совсем скоро начнется самое интересное. Да, кстати, не забудем добавить сюда одно яйцо, чтобы наша картофельная масса хорошо держала форму, чтобы была достаточно плотной. И приправляем по вкусу солью и черным молотым перцем. Если хотите, можете добавить еще какие-то приправки по вашему желанию, те, которые вы любите. Все хорошо перемешиваем до однородности. Можно перемешать ложкой, лопаточкой или смоченными в воде руками, так фарш, масса получится более однородной. И все уже готово. Сейчас начнем формировать котлеты. Смачиваем руки водой и набираем порцию картофельного теста с курицей, с сыром. Очень ароматное и вкусное. И формируем вот такую вот лепешку. Я делаю куриные котлеты достаточно большого размера, но размер, друзья, по вашему желанию. Вы можете приготовить совсем небольшие котлетки. Теперь берем косточку, кладем ее на лепешку и вот таким вот образом обжимаем картофельную лепешку, обжимаем косточку, формируем вот такую вот куриную котлетку. Посмотрите, вот такая красота. Все делается безумно просто и легко. И на самом деле процесс приготовления такой интересный, невероятно увлекательный. Я получила море удовольствия, формируя вот такие вот котлетки, похожие на киевские. Аккуратненько формируем котлету, со всех сторон приглаживаем ее. Посмотрите, вот такая вот аккуратная, красивая котлетка у нас получилась. Выкладываем котлеты на тарелку. И таким же образом набираем следующую порцию теста. Давайте приготовим еще одну котлетку. Покажу вам, смотрите внимательно, смотрите подробно, повторяйте за мной, и у вас точно все получится. Формируем лепешку и на лепешку кладем куриную косточку. Теперь хорошенько обжимаем косточку картофельным тестом. Вот такая вот красота. Из этого количества теста у вас получится где-то 4-5 таких больших котлет. Если хотите, как я уже говорила, делайте котлеты небольшого размера, тогда можно приготовить их побольше. Но вообще-то, друзья, этот рецепт сразу стал моим любимым с первого кусочка, поэтому рекомендую делать двойную или тройную порцию, потому что эти котлеты просто улетают в лед, ни одной не останется, моя семья их съела с огромным удовольствием. Так что обязательно готовьте, точно не пожалеете. Вот такие вот красивые котлетки у нас получились. Все уже готово. Теперь осталось приготовить только панировку. Котлетки пока отставим в сторону. Разбиваем в миску 3 куриных яйца. Теперь перемешиваем яйца, взбалтываем при помощи венчика или обычной вилочки, просто смешиваем до однородности. Можете добавить к яйцам щепотку соли и по желанию можете добавить щепотку ваших любимых приправ. В другую емкость насыпаю примерно стакан обычных панировочных сухарей. Теперь берем нашу куриную котлету,
Окунаем ее сначала в яйцо. Можете обмазать котлету со всех сторон при помощи кулинарной кисточки. Так удобнее и можно не пачкать руки. И после того, как искупали котлету в яйце, окунаем ее в панировочные сухари и хорошенько обваливаем в сухарях. Вот таким вот образом. Такая вот красота получается. Лишнюю панировку стряхиваем, чтобы она не горела. Еще одну котлету окунаем в яйцо, обмазываем хорошенько и перекладываем в панировочные сухари. Такие котлеты можно приготовить заранее, а перед подачей к столу просто разогреть в духовке или в микроволновке. Это очень удобно и сэкономит вам кучу времени. Вам не придется жарить их прямо перед приходом гостей, и вы сможете встретить всех своих любимых гостей и друзей в нарядном платье, вкусным, нарядным, праздничным, действительно королевским блюдом, которое, я уверена, все оценят по достоинству. А чтобы корочка получилась еще более хрустящей, вы можете приготовить двойную панировку. То есть обмакиваете один раз в яйцо, потом в панировочные сухари, затем снова в яйцо и завершаете сухарями. Такая панировка прекрасно позволяет котлетам держать форму и придает золотистую красивую корочку. А я ставлю разогреваться растительное масло. Масло здесь лучше взять побольше, не жалеть. И я предпочитаю жарить такие котлеты в кастрюле, потому что тогда расход масла будет хотя бы чуть-чуть поменьше. Но вкус картофельных крокетов с курицей получается просто потрясающий. Таких вы точно нигде не купите, ни в каком ресторане, но легко можете приготовить их дома. Отправляем в горячее масло куриную котлету, наши картофельные крокеты, и обжариваем буквально 2 минутки, ну максимум 3, до золотистой корочки. Масло, если достаточно горячее, то котлеты румянятся очень быстро. Посмотрите, какие они красивые, румяные. Аккуратненько достаем или за косточку держимся, или при помощи шумовки. И выложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Посмотрите, вот такая вот красота получается, просто шедевр. Отправляем в горячее масло еще один картофельный крокет. И обжариваем 2-3 минутки в кипящем масле. Не забывайте, друзья, делиться рецептом с друзьями, если он вам понравился. И пишите комментарии. Я всегда с нетерпением и с большой благодарностью читаю ваши теплые слова. Все уже готово. Посмотрите, это просто шедевр. Уже не терпится поскорее попробовать. Мы сейчас с вами разрежем котлетку и посмотрим, какие они получились внутри. А я пока дожариваю последний крокет. Вот такая вот красота получилась. Просто невероятно, глаз не отвести. Это блюдо действительно достойно королевского праздничного стола. Очень красиво получается, очень вкусно, друзья. Гости будут в полном восторге. Давайте разрежем и посмотрим, что у нас внутри. Хрустящая корочка необыкновенная, режется очень легко. Только посмотрите, внутри классная, вкусная картофельная пюрешка с курочкой, с сыром, с зеленью. Это так вкусно, словами не передать. Сочетание хрустящей корочки и нежной начинки, что может быть вкуснее, друзья? Ну а я предлагаю вам приготовить еще одно вкуснейшее блюдо на праздничный стол. Не переключайтесь, будет очень вкусно. Такого вкусного и простого рецепта, как этот, я еще не встречала. Жалею, что я не знала этого секретного рецепта раньше, когда мне было 20 лет. Все гости будут в полном восторге от этого блюда, и оно станет настоящим украшением любого праздничного стола. А готовится до неприличия быстро и просто. Так что не забудьте сохранить рецепт и поделитесь с друзьями. Итак, начнем с мяса. У меня здесь целый почти килограмм свинины, а если вешать в граммах, то ровно 800 грамм. Мясо моем, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем на ломтики толщиной около 1 см.
Чем тоньше будет нарезано мясо, тем быстрее оно приготовится. Поэтому учтите это при запекании, не нарезайте слишком тонко, чтобы не пересушить мясо. Вместо свинины вы можете использовать любое мясо – курицу, индейку или говядину. Главное, чтобы мясо само по себе было свежим и, конечно, достаточно качественным. Раскладываем нарезанные кусочки свинины в один слой на разделочной доске и сверху накрываем пищевой пленкой. Берем кухонный молоточек и аккуратненько отбиваем ломтики свинины до желаемой толщины. Слишком сильно усердствовать не нужно, просто слегка отбейте мясо с двух сторон. Для этого рецепта я взяла свиную корейку. Можно готовить и из другой части свинины, и идеально, если мясо будет с небольшими прослойками жира или сала. Тогда оно получится идеально сочным. Но если мясо недостаточно жирное, как у меня, например, мы с вами все равно сделаем его нежным и очень сочным. Чуть позже покажу, что для этого потребуется. А сейчас мы хорошенько солим и перчим отбивные черным молотым перцем. Солим и перчим с двух сторон, чтобы мясо хорошо пропиталось специями и солью, и получилось, конечно же, вкусным. Вы можете также добавить ваши любимые специи, например, смесь итальянских трав или немного сладкой паприки. Если любите остренькое, то, конечно, добавьте красного острого молотого перчика. Теперь хорошенько натираем мясо солью и перцем, прямо пальчиками втираем специи в наши отбивные. Друзья, это блюдо настолько универсально, что его можно приготовить как для семейного ужина в выходные, так и на праздничный стол. Согласитесь, намного приятнее порадовать своих близких чем-то вкусным и необычным, не проводя весь день на кухне. А здесь все очень просто. Замариновали, запекли и все готово. И это идеальный вариант для тех, кто ценит свое время и любит вкусно покушать и накормить семью вкусным и быстрым ужином. Переворачиваем отбивные, солим и перчим их по вкусу с другой стороны. Все, друзья, мясо мы с вами подготовили. Собираем отбивные в стопочку, кладем на тарелку и отставляем в сторону, чтобы мясо постояло и хорошо пропиталось специями. Можно замариновать свинину с вечера, тогда на следующий день вам останется только быстренько ее запечь. Друзья, с каждым днем вас становится на канале все больше, и я этому очень рада. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть такое желание, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. Я читаю все комментарии и желаю вам каждому лично всего самого лучшего, и пусть в вашей жизни все будет хорошо. Пока мясо маринуется, берем штучки 4 картофелины. Картофель нарезаем ломтиками. Стараемся, чтобы ломтики были потолще, так получится вкуснее. Для нарезки я использую вот такой фигурный нож. Мне очень нравятся красивые и рельефные ломтики картошечки, которые получаются благодаря этому чудесному ножу. Тем более такой нож для нарезки овощей стоит совсем недорого, но любое блюдо, приготовленное с его помощью, с его использованием, всегда станет украшением вашего стола. Только посмотрите, какая красота получается! Нарезанную картошку отправляем в миску. По вкусу добавляем немного черного молотого перца. Также солим по вкусу. И добавим немного красной сладкой паприки. И где-то 2 столовых ложки растительного масла. Паприка здесь для цвета, вкуса и аромата. В этом блюде я использую копченую паприку, и она действительно придает потрясающий аромат дымка готовому блюду. Когда достаешь его из духовки, запах стоит просто невероятный и распространяется просто по всему дому. Теперь все хорошенько перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились и обволокли каждый ломтик картошки. Уже на этом этапе приготовления картошечка выглядит просто невероятно аппетитно. Отставим ее пока в сторону, и последнее, что нам осталось сделать, это нарезать репчатый лук. Я беру где-то 2 репчатых луковицы и нарезаю крупными кольцами.
Я еще очень рекомендую замариновать лук. Просто добавьте к нарезанному луку немного соли, щепотку сахара, черный молотый перец и по желанию ложечку уксуса или лимонного сока. Все это соедините в контейнере или в тарелочке, перемешайте и оставьте минут на 20, чтобы лук пропитался всеми ароматами. Ну что, друзья, все самое сложное приготовление этого вкуснейшего блюда уже позади. Осталось только все самое веселое и интересное. Беру 2 обычных деревянных шпажки, те самые, которые чуть длиннее, чем зубочистки, и вот таким вот образом насаживаем на них картошечку. Следом за картошкой идет наша отбивная из свинины или из любого другого мяса, которое вы предпочтете, на ваш выбор. И вот таким вот образом насаживаем колечко лука. Вот такая вот красота получается. Все делается очень быстро и просто. Настолько просто, что я жалею, что я не знала об этом рецепте раньше. И для сочности мы с вами добавим ломтик бекона между слоями мяса, картошечки и лучка. И именно бекон сделает наше блюдо сочным, даже если ваше мясо недостаточно жирное. А вместо бекона вы можете взять ломтики сала. И таким образом мы с вами чередуем слои и собираем нашу прекрасную мясную пирамидку. Такая домашняя шаурма получается. Выглядит невероятно аппетитно и вкусно, и можно уже ставить разогреваться в духовку. Осталось совсем чуть-чуть. Друзья, не забывайте ставить лайки, делиться рецептом с друзьями и подпишитесь на канал «Готовим дома». У меня для вас много вкусных, интересных и проверенных рецептов, и мои рецепты выходят 2 или 3 раза в неделю, так что подпишитесь, не пожалеете. Лучок, бекончик, картошечка. Очень-очень вкусное сочетание. Все готово, только посмотрите, какая красота у нас получилась. Представляете, как это будет вкусно? Вы можете заранее собрать такие шашлычки и хранить в холодильнике, а перед приходом гостей запечь и подать на праздничный стол. Тем самым сэкономите просто кучу времени и встретите гостей в нарядном платье при полном параде и угостите вкуснейшим домашним шашлычком. Друзья, теперь берем лист фольги. На фольгу я кладу лист пергамента, чтобы мясо не прилипло к фольге. Я смочила пергамент водой, кладу пергамент на фольгу и сверху выкладываю наш гениальный шашлык, почти шаурму. Заворачиваем шашлык сначала в пергамент, заворачиваем плотненько. Стараемся, чтобы все соки сохранились внутри, ничего не вытекало, тогда шашлык получится идеально сочным. И вот так вот упаковываем нашу бандероль. Мясная бандероль. Очень аппетитно выглядит. Просто подарок на Новый год. Друзья, конечно, этот рецепт вы можете приготовить на Новый год, на день рождения, на любой праздник. Как я уже говорила, или просто в выходной день порадуйте вашего мужа, вашу семью. Кладем мясо на противень и отправляем в духовку, температура 180 или 200 градусов. Отправляем наше царское блюдо в духовку где-то на 1 час. А пока наша мяска томится в духовке, а по дому разносятся божественные ароматы, в миске смешиваем 2 столовых ложки соевого соуса, столовую ложку кетчупа, можете добавить чайную ложку меда, а также чайную ложечку горчицы. Можете взять французскую горчицу такими зернышками, получится очень вкусный соус-глазурь, который мы с вами покроем мясо для придания ему красивой золотистой аппетитной корочки. Также добавляю в глазурь где-то столовую ложку растительного масла. Все хорошо перемешиваю, и соус для смазывания мяса полностью готов. Достаем свинину из духовки. Пахнет просто божественно, друзья. Аккуратненько распечатываем нашу мясную бандероль. Осторожно, не обожгитесь, очень горячо. Вот такая у нас сегодня с вами распаковка. Уже не терпится посмотреть, какое оно у нас получилось. Открываем. Красиво. А пахнет просто обалденно. Смажем сверху
наш мясной шашлык, шаурму, подготовленным соусом. Очень удобно смазывать при помощи обычной кулинарной кисточки. Кроме того, что это блюдо можно приготовить вместо свинины с любым другим мясом, также можете экспериментировать со специями. Можете использовать любые другие специи по своему вкусу. А помимо картофеля и лука можете добавить другие овощи, например, болгарский перец или грибы. Отправляем в духовку еще на 15-20 минут. Гарнир к такому шашлыку тоже может быть любой. Я сегодня хочу приготовить очень вкусный легкий салат из красной капусты. Я нарезаю красную капусту, шинкую ее, насколько возможно, тоненько. Можете воспользоваться шинковкой для овощей. Тогда получится просто идеально. Одеваю перчатки, потому что краснокочанная капуста очень сильно красит руки в синий фиолетовый такой цвет. Поэтому защищаем руки перчатками и нарезаем капусту. Такая капуста недорогая и очень полезная. Вместо краснокочанной капусты вы можете взять обычную белокочанную капусту. Нарезали и отправляем капусту в миску. Добавляю сюда неполную чайную ложку соли. Соль добавляйте по вашему вкусу. И немного помнем. Пожмякаем капусту с солью руками, чтобы она опустила сок и стала мягкой и более нежной. Вот так, совсем немного, слишком сильно мять не нужно. Теперь 1 или 2 луковички-шалот нарезаю колечками. Вместо лука-шалот вы можете взять обычный репчатый лук и нарезать его тонкими полукольцами. И как я уже ранее говорила, если нарезанный лук немного замариновать, он получится еще вкуснее. Отправляем лук к капусте и нарезаем полукольцами 1 огурец. Если вам больше нравится, вы можете нарезать огурчик соломкой и по желанию можете очистить огурец от кожицы. Нарезанные огурцы отправляем в миску к капусте. И для красоты, вкуса и цвета я хочу добавить в салат пару помидорок черри. Разрезаем черри пополам. Помидор придает еще больше сочности салату. Вместо помидор черри вы можете взять один обычный помидор и нарезать его кубиками или как вам больше нравится. Отправляем помидорки к капусте. Все уже готово, осталось только заправить наш салат. Лимончик моем, разрезаем пополам и отжимаем в капусту половинку лимона. Вы можете заменить лимон натуральным яблочным уксусом, он очень полезный, где-то 1-2 чайных ложки по вашему вкусу. Заправляем салат хорошим вкусным оливковым маслом и все хорошо перемешиваем. Я люблю мясо сочетать с овощами, поэтому подам его салатом из капусты, а вы, конечно, можете приготовить к нашему шашлыку, к нашей шаурме любой гарнир, какой вы любите, который вы привыкли подавать в вашей семье к мясным блюдам. И что, друзья, наше мясо уже готово, достаем его из духовки, вдыхаем потрясающие ароматы, только посмотрите, какая прелесть у нас получилась, просто красота, глаз не отвести. Давайте разрежем и посмотрим, какое оно внутри получилось. Очень сочное, нож входит как в мягкое масло. Посмотрите, какая красота, какой разрез. Каждый женится на вас, если вы приготовите ему такое невероятно вкусное и сочное мясо с картошкой в духовке. Смотрится, друзья, очень достойно, только представьте его на вашем праздничном столе, ваши гости будут в полном восторге. Очень сочное получилось. Просто шедевр, и в пир, и в мир, как говорится. Как видите, приготовить такое вкусное блюдо совсем не сложно. Всего несколько ингредиентов, минимум усилий, а результат превзойдет все ваши ожидания.
Попробуйте, друзья, обязательно приготовьте, и я уверена, это блюдо станет одним из ваших любимых. Также не забывайте делиться вашими впечатлениями в комментариях, я всегда рада читать ваши теплые слова. А если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, у меня для вас еще много вкусных, интересных и проверенных рецептов. А сейчас приготовьтесь смотреть еще один вкусный рецепт. Если вдруг новогодние праздники застали вас врасплох и оказалось, что вы не продумали заранее меню на Новый год, я предлагаю вам прямо из морозилки достать замороженную курицу, куриное филе и приготовить этот шикарный ужин, который удивит всех ваших гостей. Не забудьте сохранить и поделиться с друзьями. Итак, первым делом забегаем на кухню, достаем из морозилки замороженную курицу и быстренько трем ее на крупной терке. Это очень просто. А чтобы руки не замерзли, можно держать куриную грудку чистым кухонным полотенцем или надеть толстую кухонную рукавицу-прихватку для горячего. И если вы уже быстренько справились с замороженной курицей, тогда не забудьте перейти в комментарии и напишите, пожалуйста, из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада приветствовать всех моих любимых зрителей на канале «Готовим дома». Вот такая внушительная горка из натертой курицы у нас получилась. Перекладываем куриное филе в миску. Разбиваем 2 яйца. И приправляем курицу по вкусу солью и черным молотым перцем. Можете добавить какие-то любимые ваши приправы по вкусу, а я еще добавлю немного красной сладкой паприки. Также к курице я добавляю 2 столовых ложки сметаны. Вместо сметаны по желанию можете добавить немного сливок или кусочек сливочного масла, чтобы блюдо получилось более сытным. Я думаю, что если у вас в морозилке нашлась куриная грудка, то где-то в холодильнике обязательно завалялся 1 помидор. Так вот, берем помидор, вырезаем плодоножки и сам помидор мелко нарезаем. Друзья, я считаю, что готовка не должна занимать много времени у хозяйки. У меня на канале вы найдете множество простых и быстрых рецептов, которые помогут вам приготовить вкусный ужин за считанные минуты. Нежные куриные блюда, блюда из картошки, блюда из капусты, ароматные овощные гарниры и многое-многое другое – все это вы можете найти на канале «Готовим дома», приготовить своими руками, не прикладывая особых усилий, и порадовать свою семью вкусными, быстрыми и действительно полезными блюдами. Я нарезала помидор, и также вместе с помидором я беру 1 сладкую паприку, болгарский перец. У меня это сорт сладкого перца. Сначала вырезаем плодоножку, удаляем семена и нарезаем перец небольшими кубиками. Благодаря перцу блюдо получится очень вкусным, ароматным, и действительно его можно будет подать не только на обычный ужин будничный, но и на праздничный стол. Оно того достойно, поверьте. Я нарезала овощи вот такими небольшими кубиками. И теперь отправляю помидор с болгарским перцем в миску к курице. 1 или 2 зубчика чеснока тру на мелкой терке. Конечно, можно измельчить чеснок при помощи чесноковыжималки. Используйте любой способ, который для вас более удобен. Количество чеснока тоже добавляйте по вашему вкусу. Если любите побольше, можете добавить и даже 3-4 зубчика. Также небольшой пучок зеленого лука мелко нарезаю. Вместо зеленого лука, конечно, вы можете взять любую другую зелень. Это может быть петрушка или укроп. Так, отправляем зеленый лук в миску к курице. Посмотрите, сколько красок. Блюдо очень красочное, аппетитное и действительно получается очень-очень вкусным. Друзья, осталось только все хорошо перемешать до однородности. Перемешиваем курицу с овощами, с яйцом и сметаной до однородной массы. Отставляем куриную смесь в сторону, можно убрать пока в холодильник, и быстренько нарезаем капусту.
У меня сегодня пекинская капуста. Нарезаем ее такими толстыми шайбами. Чем толще вы сделаете шайбы из пекинской капусты, тем более сочным получится блюдо. Шайбы примерно одинаковой толщины, одинакового размера. И вместо пекинской капусты вы можете взять обычную белокочанную капусту. Тоже нарежьте ее такими шайбами толщиной 1 см. Это блюдо простое и универсальное в приготовлении, потому что его можно приготовить абсолютно с любым видом капусты и заменить даже курицу можете на индейку, на любое другое мясо. Также, например, тертую курицу, когда у вас есть время, вы можете заменить на фарш обычный куриный или любой другой, или, например, на куриное филе, нарезанное небольшими кусочками. Здесь тоже простор для вашей фантазии и, конечно, ориентируемся на наличие времени. Я выкладываю капустные шайбы на противень. Противень застелила пергаментом, для того, чтобы мыть потом меньше посуды. И приправляем капусту солью и черным молотым перцем. Этот простой рецепт из капусты с курицей можно приготовить как в диетическом варианте, а также, если добавите немного сметаны, смажете сверху каждую капустную шайбу сметаной или положите кусочек сливочного масла или сбрызните оливковым, такой вариант получится более сытным и более вкусным. Здесь уже смотрите по вашим предпочтениям, хотите ли вы похудеть или просто хотите сытно накормить семью, так чтобы даже муж с удовольствием ел капусту с курицей и просил добавки. Приправляю немного, посыпаю сверху сладкой паприкой. Если любите остренькое, можете заменить сладкую паприку на острый перчик. И вот так вот пройдусь по каждому ломтику капусты, смажу немножко кисточкой, чтобы сметана со специями хорошо распределились и немножечко впитались в сам качанчик капусты. Выглядит уже очень аппетитно. Отставим в сторону и ставлю на огонь сковородку разогреваться с растительным маслом. Растительное масло любое, на ваш выбор. Пока греется масло, быстренько нарезаем мелким кубиком одну репчатую луковицу. Я хочу приготовить классическую зажарку из лука с морковкой. Я иногда готовлю большую порцию такой зажарки, и очень удобно хранить ее в холодильнике в контейнере, обжаренный лук с морковкой уже в готовом виде, и в течение недели добавлять во все блюда, от борщей до вторых блюд. Я отправляю лук на разогретую сковородку с маслом и обжариваю буквально в течение 1-2 минут на среднем огне. Просто помешиваю пару раз, чтобы лук не подгорел. И одну среднюю морковку натираю на крупной терке. А вы помните, как в детстве мама готовила нам ароматные обеды, которые согревали не только тело, но и душу? Приготовление пищи – это не просто рутина, это волшебство, которое превращает обычные продукты, вот, например, лук с морковкой, что может быть проще, в настоящие шедевры. А еще это отличный способ позаботиться о здоровье своих близких. Ведь каждое приготовленное блюдо – это не только вкус, но и целая кладезь витаминов и полезных веществ, которые помогают нам быть бодрыми, здоровыми и энергичными весь день. Я обжариваю лук с морковкой еще 2-3 минутки, приправляю солью и перцем, снимаю зажарку с огня и выкладываю по 1-2 столовых ложки зажарки из лука с морковкой на куриные шайбы, на капусту. В зажарку вы также можете добавить грибы, например. С грибами получается еще более сытно, вкусно и ароматно. Здесь уже ваше творчество, простор для вашей фантазии. И я достаю из холодильника нашу курицу, куриное филе, натертое на терке, и также выкладываю по 1-2 столовых ложки сверху на каждую капустную шайбу, на каждый капустный ломтик. И аккуратно вот таким образом распределяем куриное филе сверху на капусте. Пахнет уже очень вкусно, потому что здесь много специй, болгарский перец, жареные овощи. Друзья, это выглядит уже аппетитно, а в готовом виде это просто нереальная вкуснятина.
Обязательно готовьте, делитесь рецептом с друзьями. Я уверена, что этот рецепт станет вашим любимым. И небольшой кусочек сыра, грамм 100-150, натираем на терочке. Сыр делает любое блюдо простое настоящим шедевром, поэтому сыра не жалейте, небольшой кусочек сыра творит волшебство. И уже можно ставить разогреваться духовку, разогреваем ее до температуры 180 градусов. Друзья, а вы поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие блюда и какие рецепты вы хотели бы чаще видеть на моем канале. Из каких продуктов вы чаще всего готовите привычные блюда на вашей кухне. И я поделюсь с вами своими вкусными и, конечно же, проверенными рецептами. Сверху можно украсить половинкой помидора черри. Посмотрите, как симпатично получается. Не рецепт, а настоящий праздник. Хоть на праздничный стол, хоть на каждый день. Отправляю противень в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. За это время сыр расплавится, а капуста станет мягкой и очень сочной. Все уже готово, только посмотрите, какая красота получилась. Давайте разрежем один ломтик и попробуем. Сверху посыпаем зеленым лучком или любой другой зеленью. Режется очень легко, нож входит как в мягкое масло, получилось очень-очень нежно, я это уже чувствую. И посмотрите только, какая красота у нас внутри. Такая вкуснятина невероятная. Я желаю вам приятного аппетита, чудесно встретить и провести Новый год. Пусть Новый год принесет все только самое лучшее, доброе и светлое. И не забудьте поделиться этим новогодним меню с вашими друзьями. И я желаю вам приятного аппетита и до скорой встречи!